За годы своей практики ветеринарный врач доктор Элиас Бреннер повидал многое. От сложных операций редких новообразований до тех тихих минут, когда в кабинете надолго остается тяжелая, осязаемая тишина прощания. Он давно привык к мысли, что его профессия требует не только глубоких знаний, но и железной внутренней стойкости. Однако ни один учебник и ни один год стажа не могли подготовить его к событиям, начавшимся в тот день, когда в его клинику на окраине Зальцбурга привезли Злату. Злата была крупной белоснежной кошкой, величественной и спокойной. Она входила в кабинет на последнем сроке беременности так, словно это был не визит к врачу, а светский выход. Ее хозяйка, Клара Хоффман, едва сдерживала волнение. Злата готовилась к своему первому помету и была для семьи не просто питомцем, а настоящим центром домашнего тепла. Доктор Бреннер, осмотрев кошку и взглянув на свежие снимки, нахмурился. Живот Златы увеличился сверх всяких ожиданий. «День будет непростым», — тихо пробормотал он, заметив, что плодов гораздо больше, чем предполагалось изначально. Роды начались привычно, но вскоре атмосфера в операционной накалилась. Злата, всегда отличавшаяся безмятежностью, стала проявлять беспокойство. Ее зрачки расширились, дыхание стало тяжелым и прерывистым. Элиас понимал, что процесс идет слишком стремительно. Он мягко попросил Клару сохранять спокойствие, напоминая, что кошки остро чувствуют человеческие эмоции. Когда хозяйка коснулась спины своей любимицы, напряжение в комнате немного спало, и на свет начали появляться котята. Один за другим они наполняли комнату тонким писком. Сначала 3, потом 5, затем 7. К тому моменту, когда процесс завершился, команда доктора стояла в изумлении. На свет появилось 10 котят. Это был необычайно большой помет, но радость была омрачена. Последний, 10-й котенок, оставался неподвижным. В воздухе повисло тяжелое слово «мертворожденный». Клара в ужасе прикрыла рот рукой, но доктор Бреннер не собирался сдаваться. Он начал осторожно массировать крошечную грудную клетку, пытаясь согреть малыша и заставить его дышать. Минуты тянулись мучительно долго. И когда надежда почти угасла, произошло то, что заставило замереть даже опытных ассистентов. Истощенная Злата приподнялась, подошла к доктору и мягко, но уверенно коснулась носом своего неподвижного детеныша. Этот материнский жест стал решающим. Котенок сделал первый слабый вдох. Жизнь победила, и облегчение в комнате было почти физическим. Однако на этом загадки только начались. Через неделю Клара позвонила в клинику, заметив нечто странное. Котята в одном помете были поразительно разными. Одни были светлыми, другие — рыжеватыми, а один обладал редким серебристым отливом шерсти. Но больше всего доктора Бреннера заинтриговали 2 — Лео и Феликс. При осмотре выяснилось, что у обоих малышей разные глаза. Один карий, другой ярко-голубой. Они были настолько похожи, что доктор заподозрил невероятное. Проведенный ДНК-анализ подтвердил теорию, которая потрясла все ветеринарное сообщество города. Выяснилось, что Лео и Феликс — монозиготные идентичные близнецы, явление, которое среди кошек встречается крайне редко. Но главной сенсацией стало другое. Результаты показали, что помет был зачат в результате суперфекундации. У котят в одном помете было 2 разных отца. Клара сразу вспомнила случай, когда Злата ненадолго выбежала во двор во время течки, и все, наконец, встало на свои места. Это история о 10 спасенных жизнях, 2 отцах и уникальных близнецах навсегда осталась в памяти Элиаса Бреннера. Она стала для него напоминанием о том, что природа — самый непредсказуемый сценарист, а за порогом его клиники всегда есть место для настоящего чуда.